Всех приветствуем, дорогие зрители! Сегодня мы поведаем историю государств Майнкрафта, которые приготовил Mutant Dragon. Если что, это все не по-настоящему. Если что, вот дисклеймер. Ну чё ж, идем в историю. Все государства появились с маленькой деревушки, которая не имела ни реки, ни войска. Были там три брата – Рондал, Нокт и Житель. Эти жители намеревались создать одну страну, но Рондал и Нокт не согласились с этим и сказали, хотели бы своих государств. И это привело к ссоре, которая приведет к большим последствиям. Ну чё ж, вы меня предали? Хотели все это сделать? Вы хотели создать отдельное государство, когда мы хотели создать одно единственное. Зачем вы это делаете? Тогда вот и оставайся один. После их ссоры они решили разделиться и отправиться до разные территории. Житель отправился на полуостров Майя, встретив там аборигенов и поработив всех туземцев. Нокт расселился в горах, там было обороняться легко и очень было много продовольствия и ягод. Рондал приплыл на остров Тайги, и там решил основать государство, потому что оно полностью объединено водой. На этих трех местах братья основали три государства с тремя городами: Житейск, Ломанск и Нагатинск. После основания этих государств 10 лет был мир, пока житель решил захватить деревню, в которой родились. Он собрал армию и двинулся на остров Клык. Не смогли его полностью захватить. Когда Рондал и Нокт узнали об этом, они попросили у своего брата парочку земель от этого Клыка, потому что это тоже их бог дом, и они имеют право тоже его взять под свой контроль. Но после того, как они об этом сказали, их брат кинул бан, который испортил между ними хорошие отношения. И началась Первая братская война. И вдруг начался бой. После этой битвы остров Клык был поделен между тремя государствами. И договором теперь они не враждуют. Жителю приходит кое-какая мысль. А что, если вернуть эти территории и захватить государство своих братьев? Он принимает своего генерала. Так, ладно. Если они вот так хотят, то так и сделаем. Подготовьте армию на моих братьев. Будем брать их города. Давай же, быстрее, быстрее. Поглядим, что получится.
После этого решения он собрал армию и двинулся на остров Квыку, где полностью взял таежную часть. Потом он двинулся на маленький остров Таежный, и они его полностью взяли. Потом они полностью подошли к Нагатинску, и там завелся бой. Рондел погиб, а город стал частью деревенского княжества. Они пришли в Житейск, и они вместе с князем пошли на Горный. А князь подготовился и решил пройти с двух сторон. Его полностью окружили город, и князь решил сделать речь, которая перед большой трагедией. Брат, зачем ты это делаешь? Ты же... Я не был таким же, как и брат Рондел. Я это сделал, потому что вы меня оба предали. Так что деревенское княжество будет очень огромным государством, а ваше государство будут уничтожены. Так что будет одно из двух. Или ты мне сдаешься без боя, и я тебя просто сажу в тюрьму. Или будет бой, в который твой город будет сожжен, или будет полностью разрушен, или полностью захвачен. И ты в любом случае, если будет бой, умрешь или погибнешь. Так что выбирай, а не говори. Значит, ты сделал выбор. Так, быстро. Хвалите огненными стрелами и динамитом. Будем брать этот город. Давайте же быстрее. После пожара житель захватил территории Ломанска. Он вернулся в Житейск, долго праздновал победу, но через 2 года он умер. Он был умен и оставил своего, и теперь он может хорошо себя зваться князем. Это было последнее упоминание о братской войне. Эти 2 братские войны остались недолгие. У нас множество еще будет легенд и историй. Так что мы на этом заканчиваем, но ждите